куда собралась? Покажи свой рюкзачок. Там. Пойдем? Я не вижу. Пойдем, пойдем, времени нет. Всем добрый день и добро пожаловать на моем YouTube-канале. Наконец-то мы дома. Наверняка вы обратили внимание, что рюкзак несла я, а не ребенок. И на самом деле это неудивительно, поскольку, несмотря на то, что рюкзак, он хоть и школьный, но достаточно тяжелый. Хотя этот рюкзак и позиционирует себя как школьный детский рюкзак. И для школьников есть даже требование, чтобы спинка была правильной, жесткой, фиксирующей. Специально, чтобы можно было распределить нагрузку, фиксируется на бедрах и дополнительно в области груди, под грудью. Но, тем не менее, рюкзак все равно тяжелый, потому что знания имеют вес. Не раз я видела четвероклассников, которые несли просто огроменные рюкзаки на своих спинах, а четвероклассникам уже допустимо носить рюкзаки без жесткой фиксации на спине. Соответственно, здесь они более тряпочные, более свободные. Так вот, у них по-настоящему беременные рюкзаки, по-другому это никак не назовешь, они просто огроменные. И на самом деле, когда Мартин, в прошлом году, ему тогда было 4 года, пустой рюкзак одел себе на спину, он немного не ожидал и упал на спину. Рюкзак его перевесил. Но на самом деле пустой он не такой уж и тяжелый, просто объемный, плюс еще заполненный, он имеет вес. Итак, что же мы можем найти в рюкзаке, какое содержимое школьника, первоклассника? Так как утром прохладно, несмотря на то, что лето, да, сейчас лето, и дети учатся в школе, первоклассники не исключение. Несмотря на то, что лето, утром прохладно, поэтому, как правило, это ветровка, кофта, а иногда бывает даже и куртка. Поэтому на обратном пути, как правило, это все помещается в рюкзак. У школьников здесь 2 рюкзака пенала, по крайней мере в нашей школе. Первый пенал, в котором можно найти клей, кисточки, ножницы, линейка, дополнительные какие-то карандаши. И стандартный, классический, привычный для наших глаз пенал. Но здесь есть интересная особенность. Например, первоклассники, они начинают писать не ручкой, а простым карандашом. И на самом деле я считаю это практическим решением, потому что, как правило, когда ребенок только начинает писать, это просто грязь в тетради. А с карандашом более-менее аккуратно получается. Кроме того, есть уникальная возможность стереть, если что-то пошло не так. Карандаш должен быть толстый и трехгранный. Именно он был в списке необходимых принадлежностей к школе. Толстый трехгранный карандаш и желательно прорезиненный, для того, чтобы ребенку было легче начать свой путь к знаниям. Пластик. Тоже интересная особенность. Он для первоклассников тоже должен быть прорезиненный. Пластик, он и так резиновый. Что-то я заговорилась. Трехгранный. И на самом деле сейчас он уже к концу 2 года подстерся, но здесь конусообразная форма была, как у ручки, карандаша, поэтому он выглядел фактически как ручка-карандаш, только это был ластик. Дневник. Дневник, он несколько отличается от привычных нам дневников. Итак, как же он выглядит? А выглядит он
вот таким вот образом. Немного большеват, правда, для дневника и тяжеловат, если честно. Здесь написано название школы, начальная школа, фамилия, имя ребенка. Родители его этот дневник не покупают, он выдается в начале учебного года каждому ребенку. На обратной стороне этого дневника указаны выходные дни, праздничные и зеленым цветом помечены каникулы. На самой первой странице Logbook мы можем увидеть информацию по ребенку, фамилия, имя, из какого класса, адрес проживания, контактные данные родителей, имя, фамилия, мама, папа. На второй странице уже информация по школе, в каком классе, кто является классным руководителем, номер телефона секретариата, адрес школы, электронный адрес школы, номер телефона хаусмастера, его данные, школьного социального работника, номер телефона руководителя группы продленного дня, время школьных каникул указано также, когда они есть, продублированы на обратной странице, то, что указано здесь, и расписание, во сколько начинается, во сколько заканчивается первый урок и так далее. Например, первый урок в нашей школе начинается в 7:35 утра. А максимально шестой урок заканчивается в 13:00. Но на самом деле у первоклассников 6 уроков не было. Максимум это 5 уроков до 12:10. Далее ученики пишут домашнее задание именно здесь, в этом дневнике. Интересная особенность этого дневника – это наличие такого файла, в котором учителя и родители обмениваются информацией. Кроме того, есть такой формуляр Entschuldigungen. В случае, если ребенок болеет, то родители помечают здесь информацию, с какого числа, по какое число ребенок болел, отсутствовал в школе по какой-либо другой причине. Но обязательным условием является предупредить школу, позвонить, например, в секретариат. Далее это уже рабочие тетради, так скажем. Здесь нет привычных нам рабочих тетрадей. Задания выполняются вот в таких вот папках. Для каждого предмета своя папка со своим цветом. По математике это в данном случае не голубая, а синяя папка. На этой папке пишется фамилия, имя ребенка, какой класс. И уже здесь в формате А4 распечатаны листы с заданиями, в которых ребенок выполняет задания. По немецкому языку точно такая же папка, только красного цвета, где точно так же в формате А4 распечатаны задания для ребенка, которые он выполняет. Но если так подумать, представьте, за весь учебный год, если бы я собирала все задания именно здесь, чтобы было. Это была бы просто огроменная папка, и вес был бы, наверное, не 4,5 килограмма у рюкзака, а, наверное, все 6 или 7. По этой причине, как только я замечаю, что листы скапливаются, я их убираю и оставляю только задания, которые были на последней неделе, а остальное я все убираю. То есть, по сути, здесь хранятся листы за неделю. По немецкому языку также есть такая тетрадь, где ребенок выполняет упражнения в классе, либо домашние задания. Как правило, либо, к примеру, в этой папке есть какие-либо упражнения с указанием «запиши в тетради». В таком случае ребенок записывает в тетрадь, либо классный руководитель, либо другой преподаватель, в зависимости от того, кто ведет этот предмет, прописывает слова, либо предложения, которые ребенок должен повторить. Особенность интересная – это линейка. Линейка отличается от привычной нам линейки первоклассников России. Она здесь вот такого формата. Интересно, не правда ли, на зеленом фоне? По немецкому языку есть еще маленькая тетрадь, точно такого же плана, линейку, только маленькая тетрадь.
По немецкому языку у нас дополнительно еще вот такая рабочая тетрадь и такая рабочая тетрадь с заданиями. Ну, на самом деле такого плана рабочую тетрадь ребенок не всегда носит с собой, они иногда остаются в классе. По немецкому языку есть еще такая подсказка, которая выдается в нашей школе на начальном этапе получения знаний в области букв. Такая подсказка. Далее это серая папка. В данном случае она пустая по предмету математика. Здесь собраны дополнительные упражнения для ребенка на тот случай, если в классе он выполнил все поставленные ему задачи, и у него осталось свободное время, поэтому он занимается по серой папке, в зависимости от того, что это за предмет, математика либо немецкий язык. Кроме того, эта папка предназначена для дополнительных заданий, которые ребенок выполняет дома, домашние. То есть помимо основного домашнего задания 10-15 минут ребенок должен выполнить упражнение именно в этой папке также. По немецкому языку точно такая же папка, но здесь она уже у нас полная и собран материал, который ребенок должен выполнять. А далее это белая папка по одному из предметов. Как правило, Лия оставляет эту папку в школе, но по какой-то причине она взяла ее с собой. Зеленая папка, как правило, тоже остается в школе, но в данном случае было домашнее задание в этой папке, и по этой причине она взяла ее с собой. Это что-то наподобие нашего природоведения, естествознания, где собран также материал, и ребенок выполняет различные упражнения. Но это еще не все. Также это книга. На тот случай, когда начинает работать библиотека, ребенок может взять книгу, которая ему интересна. Получается, или не всегда относит с собой эту книгу, соответственно, уже минус папки. И вот такой объем. Вот такой объем знаний ребенок носит, получается, с собой. Не всегда, бывает меньше, бывает столько же. Кроме того, это бутылка с водой, зимой это термос, а летом, весной и осенью это вот такая питьевая бутылка. Но и это еще не все. Каждый немецкий школьник носит с собой завтрак. Столовая здесь предназначена только для детей, которые остаются после учебы на продленку, и тогда у них есть обед. Но даже те дети с собой носят завтрак. И даже рюкзак, в каждом рюкзаке есть отдел под завтрак. Ну, по крайней мере, в стандартных рюкзаках раздел под завтрак предусмотрен. Потому что все рюкзаки разные, но, как правило, это так. Завтрак. В данном случае у меня здесь горячий бутерброд, абрикос, виноград, нектарин. Но, как правило, это может быть разный завтрак в зависимости от предпочтений ребенка и времени года. Например, я могу положить маленькую баночку йогурта, ложку, салфетку, булочка с маслом, сыр, колбаса, огурцы, томаты черри, паприка, яблоки, что еще? Это может быть, в зависимости, опять-таки, предпочтения ребенка, но стоит заметить, что в начальных школах запрещено детям приносить с собой сладости и шоколад. Завтрак должен быть более-менее полезным. Но, несмотря на то, что Лия с собой носит завтрак, она не всегда успевает позавтракать в школе, несмотря на наличие большой перемены, поэтому утром, как правило, Лия завтракает дома и в школе тоже. Поскольку мы ходим пешком, она успевает проголодаться, плюс свежий воздух, оно все, конечно, сказывается, и знания тоже. Вот такой вот рюкзак у нас получился, такое содержимое рюкзака. Забыла сказать, вот такого плана рабочие тетради были в начале учебного года. По немецкому языку было что-то подобное, где ребенок вот такой рабочей тетради выполняет различные задания, упражнения, учится
писать цифры, решать какие-то задачки. Ну, эта тетрадь уже давно была обработана ребенком, поэтому уже с собой не носит. В каждой школе содержимое рюкзака оно разное. В нашей школе это примерно выглядит вот так. Тяжело или мало, большой объем рюкзака или нет, это решать вам. Ну, для себя я решила. Нелегко. Рюкзак, он тем не менее нелегкий, поэтому его ношу я. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.